С приходом инноваций музыка сопровождает нас везде, и хотелось бы без заморочки брать ее с собой также везде и всюду. Но это не всегда возможно, так как колонки с хорошим звучанием либо стоят космос, либо работают от розетки. А как же тогда приятные посиделки у костра под старые добрые треки, притом не страшно, чтобы было ее забыть, потерять или сжечь, если хорошая вечеринка. Так вот, портативная колонка с ультракомпактными размерами, зарядка от USB Type-C, наличием защиты от пыли, влаги и звучанием, которая вас однозначно порадует. Bluetooth версии 5.1, почти последний, на выбор 13 цветов корпуса, приятная приземленная цена и прекрасный дизайн. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о колонке, которая продается уже очень давно, больше года, и, разумеется, это JBL. Маленькая портативная колоночка. В чем ее особенность для меня лично была? В том, что я очень хотел ее купить дешево. И купил я ее за 2000 рублей, их продается очень много. На Тмоле, пожалуйста, по ссылке в описании можете посмотреть. Может быть, будет что-то еще дешевле, но 2000 рублей и так неплохо, согласитесь. Упакована она стандартно, продается она, наверное, в каждом магазине, начиная с пресловутых Эльдорадо, Видео или чего-то подобного, и заканчивая чем-то в переходах Москвы или Петербурга. Но в переходах Москвы или Петербурга я брать не советую, потому что там вряд ли оригинал. Первая эмоция. Упаковка тяжелая. То есть для 2000 рублей она меня радует. Хорошо, что там, правда, не какие-нибудь конфетки или финики. Открывается все довольно эпично и приятно. Вообще пластик такой качественный. Лучше бы они, правда, стоимость поменьше сделали. IP67 мы видим здесь, соответственно, воды она не боится. 5-часовое звучание обещают. Bluetooth версии 5.1. Не последний, но на тот момент, когда ее выпускали, это был последний Bluetooth версии 5.1. Сейчас уже есть Bluetooth версии 5.2. Прорезиненная поверхность, когда она звучит, она, по идее, не должна двигаться, но реально она двигается. JBL 4 уже существует, но стоит она в процентном соотношении больше. JBL 2 стоит меньше, что хорошо и сразу видно. Первое. Пластик Soft Touch качественный, сборка супер, кнопочки нажимаются приятно, притом все. Кабель для зарядки Type-C. Она издает уже звуки, что она жива. И, разумеется, она работает только по Bluetooth, то есть никакого мини-джека мы не видим. По документации наша любимая JBL Harman. Море просто макулатуры. Но самое главное, что нас интересует, это спеки, разумеется. 5 вольт, 1 ампер зарядка, то есть на 5 ватт зарядочка нам нужна. 4,2 ватта мощность и размеры 43 мм на 47. Это мы проверим так же, как проверим вес. Вес здесь не указан. По большому счету аналогов и конкурентов вот у этой колонки, в моем понимании, это только дешевые Трансмарт, которые через раз умирают, и не особо дешевые Мифа. Но Мифа в таких габаритах лично я бы брать не стал, мне не нравится их форма и дизайн. Единственное, я бы 4-ю Go посмотрел бы еще и рассмотрел, но она стоит как минимум на 50% дороже. Летим дальше, смотрим, сколько это дело все будет весить. По поводу автономности, моих впечатлений, как это дело работает и какие дополнительные есть функции, я расскажу уже в ролике. 207 граммов весит. Не маленькая она, хотя по ощущениям была меньше 150. Но с другой стороны, а сколько она должна весить? Сейчас телефоны весят по 200 граммов. Привет тебе 13 Pro iPhone. 87 миллиметров высота, 74 миллиметра ширина. Никакой заглушки на Type-C мы не видим, но с другой стороны обозначено, что воды она не боится. Все это будет проверено. Тканевая основа. Черная — это хорошо с той точки зрения, что когда будет грязь, то мы сможем просто ее промыть и все. И пишите обязательно в комментариях, делать ли на 4-ю версию. Ну, внешне она мне точно больше, чем 2 нравится. Надеюсь, и вам тоже. Смотрим. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Но опять же, сейчас еще разыгрываю умные часы Apple Watch 7. Читаем описание, как участвовать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о беспроводной колонке JBL Go 3. Полетели. Продается данная колонка в 13 цветовых решениях, как я уже сказал, и перечислять их все я не стану. Скажу только, что для обзора я заказал классическую черную, и они обычно продаются максимально дешево, а все остальные цвета дорого, на рублей 200 дороже. Дизайн и габариты колонки достаточно удачные, по мне. Корпус сплетен тканью, и под ней, скорее всего, находится пластик. Форма колонки прямоугольная, при желании ее можно запихать в карман, но не джинсов, разумеется, хотя тут все зависит от размеров ваших карманов. Сборка, как я уже сказал, качественная, но на корпусе есть следы клея, пусть и мелкие, и местами ткань не до конца приклеена,
заклеена, и это очень сильно чувствуется, так как края ее в засохшем клею. Но, скорее всего, это мой экземпляр слегка неудачный, так как более я нигде плохих комментариев по этому поводу не встречал. Но если вы столкнулись с подобным, обязательно напишите в комментариях. Мне прямо интересно, часто у них такое бывает или нет. На корпусе расположен весьма миниатюрный ремешок для переноски и, видимо, несъемный. Я не нашел, как его снять, только срезать можно. Светодиодный индикатор, разъем для зарядки USB Type-C, кнопки регулировки громкости, кнопка воспроизведения и паузы для треков, кнопка питания и кнопка Bluetooth. И также можно переключать композиции двумя нажатиями. А если нажать и удерживать плюс и минус, то устройство озвучит свою прошивку. Но это так, если кому-то нужно. Входа под AUX нет, к сожалению, хотя у Go 2 был. SD-карту не запихнуть, и это тоже плохо. Соответственно, нам необходимо все время воспроизводить музыку через Bluetooth, только так. Кстати, переходником с Type-C на AUX тоже невозможно подключить колонку, у кого такая идея возникла. Только по воздуху. Регулировка громкости не независимая. На команды при нажатии на кнопки колонка откликается с небольшой задержкой. Внутри расположен один динамик и мембрана. Следовательно, имеет устройство монозвук. Частотный диапазон составляет от 110 Гц до 20 кГц. Максимальная мощность от 3 до 4,2 Вт. Немного, но и немало, зато честно. Заряд в шторке устройства не отображается, и в принципе на андроиде, как мы привыкли во вкладке Bluetooth, посмотреть его нельзя, так как Bluetooth хоть и версии 5.1, но у него нет гарнитурного профиля, что, конечно же, не порадовало, а скорее даже расстроило. После включения автоматически подключается она к ранее сопряженному устройству, и происходит это моментально. Также имеется автоматическое отключение после прерывания сопряжения, что в каком-то плане очень удобно. У меня на OnePlus 9 Pro показывает исключительно SBC, и к iPhone 13 колонка подключается также без проблем. Микрофон, по словам производителей, есть, но его никто не видел и им не пользовался, так же, как и я, поэтому поговорить с колонкой в лице вашего друга вряд ли выйдет. Странная такая реклама, правда? Либо просто у меня реально микрофона на ней нет, а у кого-то есть. Напишите, у кого есть. Тип установленного аккумулятора литий-ион полимерный, саморазряд есть и приличный, но только если оставить на длительное время колонку без использования. Автоотключение я не заметил, во всяком случае, опять же, в моем экземпляре. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 45 минут, отыграла она на максимальной громкости 1 час 56 минут, на 30% громкости отыграла 5 часов 13 минут. Быстрой зарядки нет. При подзарядке музыку воспроизводит. На максимальной громкости в полуметре от колонки она выдала 75 дБ. На максимуме колонка катается по столу, так что советую поставить ее в места, откуда она не сможет упасть. Девайс имеет защиту от влаги и пыли IP67. Я искупал ее, и в целом все отлично. Разъем USB Type-C хоть и не защищен клапаном, она осталась жива. К приложению USB Portable Formerly Named JBL Connect не подключается. И в списках доступных устройств приложений не числится. Поэтому, скорее всего, с обновлениями прошивки мы здесь в пролете. Не будет ее. Колонка, по мне, не для дальнего использования, не для больших компаний на воздухе. Звука здесь хватит для прослушивания максимум в пределах 10 метров. Но, тем не менее, звучание качественное для ее размеров, в меру естественное и имеет свой объем даже. Баса достаточно, как говорится, бухает она хорошо. К счастью, колонка не хрипит даже на максимальной громкости. Большой акцент сделан на низкие частоты, и здесь соглашусь со многими, что не все композиции приятно слушать, к сожалению. Высокие нередко теряются, но для такой маленькой колонки звучание стоит своих денег. Из минусов: нет разъема под мини-джек, нельзя ставить SD-карту, нет быстрой зарядки, относительно небольшая автономность, несовершенная склейка материалов корпуса, хоть и сами материалы хорошие. И последнее нельзя использовать для разговоров на громкой связи, и не подключается она к приложению. Стоит в районе $37, покупал ее за 27. И сейчас ее реально тоже купить за 27, по ссылке в описании к видео, может даже дешевле. С кэшбэками вообще 23 выходит. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, буквально через пару дней на Али будет сейл очередной. И промики, какие будут действовать в телеге, я уже выгрузил. Там, конечно, crazy нет промиков, но все неплохо. 10% можно будет срезать практически с любой суммы. Резюмирую. Цена колонки, как и не у самых качественных китайских наушников, но при этом дизайн приятный, особенно в сравнении с предыдущими версиями. Цветовых решений даже перебор, так как из-за такого большого выбора у вас могут возникнуть проблемы. На чем же остановиться? Напоминаю, что примеры звучания я не вставляю в YouTube, потому что это все обман. Не услышите вы то, как звучит эта колонка. Даже примеры не услышите после 2 рендерингов и 4 сжатий звука. Поэтому доверьтесь мне, идите в магазин и послушайте, как она звучит. Продают ее везде. Желательно со своим источником и желательно то, что вы будете слушать. Она вас порадует. Лучше звучит, чем любой телефон. Однозначно. Звук для любителей басовой музыки супер просто, и среднего баса даже достаточно лично мне. Да, многие моменты производитель в данной модели урезал. Очень плохо, что нет подключения по проводу. Очень плохо, что нет возможности запихать туда SD-карту и использовать автономно без источника звука. Но их право. Учитывая ценник, более чем лояльно. На 4-ю версию пишите, интересно ли вам, чтобы я сделал обзор. Девайсу однозначно да. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что бы вы еще
еще хотели увидеть на канале, скоро обзор на Motorola, потом на Live P2i и после этого на OnePlus 9 RT. Уже погонял, уже есть что сказать. Добра и удачи вам, дорогие друзья!